Добро пожаловать на наше обсуждение. Сегодня мы погружаемся в концепцию системного анализа. И вопрос у нас стоит так, что это такой фундаментальный, универсальный научный метод, который можно применить, к любым сложным проблемам. Или же, по сути своей, это уже специализированная дисциплина, которая, скажем так, прочно укоренилась в мире информационных технологий. Да, именно. Мы попробуем разобраться вот этот системный анализ. Он действительно всеобъемлющая междисциплинарная методология, как его, может, и задумывали основатели? Или все-таки современная практика, экономические реалии, они превратили его в инструмент, который в основном нужен для создания, для управления информационными системами? И, как всегда, наше обсуждение будет опираться на материалы, которые освещают и теорию, и историю, и разные применения системного анализа. Хорошо. Я со своей стороны буду отстаивать точку зрения, что системный анализ — это именно универсальный подход. Такой, знаете, мощный инструмент мышления для работы со сложностью как таковой. Он выходит далеко за рамки какой-то одной отрасли, включая, конечно, и IT. А я, соответственно, представлю аргументы, которые показывают, что, несмотря на всю широту теоретических основ, вот на практике, в реальном мире, там, где профессии, проекты, системный анализ сегодня, просто неразрывно связан именно со сферой информационных технологий. У него там свои специфические инструменты, свои задачи. Хорошо, давайте начнем. Моя позиция, она вот на чем основана. Системный анализ — это, по сути, не просто какой-то набор техник, а целая методология, можно даже сказать, философия познания. Она выросла из теории систем, из кибернетики, и суть ее в междисциплинарном подходе к проблемам. К таким проблемам, которые сложно формализовать, где много неясного, много факторов, которые все между собой связаны. Он как бы противоположен классическому декартовскому редукционизму, который, вы знаете, стремится все на части разложить. А системный анализ, наоборот, требует смотреть на систему как на единое целое, фокусироваться на взаимодействиях между компонентами. Вот как, скажем, французские источники отмечают, это такой глобальный подход. Цель тут не просто систему описать, но и понять, глубинные причины проблем, определить ее истинные цели, то, что называют телеологией, и найти наилучшие пути решения, причем в условиях неопределенности. И вот, мне кажется, ключевой момент. Эта методология универсальна. Понимаете? Она применима к системам, совершенно любого рода. Организационным, будь то бизнес или госуправление, экономическим, техническим, само собой, но также и к социальным, биологическим, экологическим системам. Вот посмотрите на историю. Работы фон Берталанфи по общей теории систем, исследования Rand Corporation еще когда в середине 20 века, которые анализировали сложнейшие военные и логистические задачи. Это же все было до того, как IT стали вот такой доминирующей силой. Вспомним применение системного подхода в экологии, братьями Одум еще в 50-х годах, или работы по городскому планированию, анализу рисков, например, при оценке химических угроз пожарными. Это же доказывает его изначальную широту, фундаментальность. Некоторые авторы, вот как Черняк, называют его методологией исследования целенаправленных систем, а Оптнер даже особым способом мышления. И здесь это лишь одно из полей приложения. Ту историческую и теоретическую перспективу, она, конечно, важна, безусловно. Но я вот смотрю на то, чем системный анализ стал сегодня, в реальной практике. И тут картина, мне кажется, все-таки иная. Да, корни широкие, спору нет, но вот ствол и, так сказать, основная крона этого дерева сейчас, очень прочно находится в IT-индустрии. Большинство современных определений, особенно если посмотреть на профессиональную среду, они описывают системный анализ как деятельность по изучению бизнес-процессов. Для чего? Для их оптимизации или автоматизации, то есть в конечном счете для разработки или улучшения программного обеспечения. Вот, скажем, португальские источники прямо на эту связь указывают. Найти рациональный путь обработки информации. Или вот взгляните на жизненный цикл разработки ПО. Системный анализ — это же неотъемлемый этап, который включает, совершенно конкретные задачи. Это и оценка реализуемости проекта, на feasibility стадии, как говорят, то есть ответ на вопрос, а мы вообще сможем это сделать и стоит ли оно того. Это и такая, кропотливая работа по сбору и анализу требований пользователей, что именно им нужно от системы. Это и проектирование моделей данных, как информация будет там внутри структурирована.
и логическое проектирование самой системы. Профессия системный аналитик, вот как она сейчас понимается на рынке труда, это же зачастую именно роль такого переводчика. Человек, который, с одной стороны, понимает язык бизнеса, потребности пользователей, а с другой может перевести это все на язык технических спецификаций для разработчиков. И это требует не только вот этих общих системных принципов, но и глубоких знаний в конкретной предметной области, и, что очень важно, владение специфическим ИТ-инструментарием. Существуют же целые образовательные программы, например, «Технолог по анализу и разработке систем», которые готовят специалистов именно для IT. В некоторых странах, вот как в Бразилии, например, эта профессия даже регулируется, и там лицензии выдаются специальными советами выпускникам именно соответствующих программ. Исторически, да, анализ систем развивался как бы параллельно с компьютерами, но сейчас он настолько переплелся с IT, что его успех и методы во многом определяются как раз возможностями информационных технологий. Ну, инструменты, которыми эти специалисты пользуются. Там UML для визуального моделирования, по сути, это чертежи системы, SQL для работы с базами данных, методы описания требований вроде use cases или пользовательских сценариев, знание языков программирования вроде Java или Python. Все это, по-моему, ясно говорит о глубокой IT-специализации. Даже если взять специализированное ПО, типа Wolfram System Modeler или MATLAB Simulink, оно хоть и мощное, но чаще всего применяется именно в инженерных и IT-контекстах. Так что, вот на мой взгляд, реальность такова. Системный анализ сегодня — это в первую очередь IT-дисциплина. Хорошо, я слышу ваш акцент на современной практике, на IT, но мне кажется, здесь происходит некоторая подмена понятий. Вы, по сути, описываете конкретную роль системного аналитика в IT-компании, и потом как бы экстраполируете ее на всю методологию системного анализа. Давайте вот вернемся к первому пункту наших разногласий, к сфере применения. Вы говорите, посмотрите на вакансии. Да, конечно, рынок труда отражает текущий спрос, и IT-индустрия — это огромный потребитель аналитических навыков, кто ж спорит. Но разве это отменяет фундаментальную природу самого метода? Вот то, что врачи активно используют стетоскопы, это же не делает медицину наукой о стетоскопах, верно? Точно так же то, что IT-аналитики используют UML, не превращает системный анализ в науку об UML. Вспомним истоки. Ранд разрабатывала подходы для чего? Для анализа эффективности бомбардировщиков, для выбора стратегий холодной войны. Оптнер и Квейт писали о решении широких управленческих социальных проблем, а применение системного анализа в экологии, для моделирования экосистем, в социологии для анализа социальных структур, в экономике для макроэкономического моделирования, в городском планировании, чтобы оптимизировать транспортные потоки. Это же не какие-то там маргинальные случаи, это мощные, вполне состоявшиеся области применения, где системный подход доказал свою ценность задолго до того, как появились вот эти современные ИТ-инструменты. Французские источники, кстати, упоминают его использование и в маркетинге, и в менеджменте, и даже в археологии и нейронауках. Мне кажется, ИТ просто предоставила очень удобные и мощные инструменты для реализации системного подхода в своей области. Но сам подход, он гораздо шире. Сводить его только к ИТ — это, значит, обеднять его суть и игнорировать всю богатую историю и разнообразие приложений. Послушайте, я не пытаюсь обесценить историю или другие приложения, вовсе нет. Но я говорю о том, что стало, скажем так, мейнстримом, о том, как дисциплина эволюционировала и где она нашла наиболее массовое и, я бы сказала, наиболее формализованное применение. Возможно, это действительно своего рода захват термина рынком, да, но это реальность, с которой, приходится считаться, когда сегодня компания ищет системного аналитика, в 95% случаев она ищет специалиста для IT-проекта. Когда университет предлагает курс по системному анализу, он, скорее всего, будет насыщен именно IT-инструментами, методологиями разработки ПО. Посмотрите на профессиональные стандарты, на сертификации. Они же в основном ориентированы на IT. Вот тот пример Бразилии с лицензированием, он очень показателен. Государство признает эту профессию именно в таком IT-ориентированном виде. Нельзя же просто игнорировать этот факт и говорить, а вот полвека назад было иначе. Да, было иначе.
Но язык и значения терминов, они же меняются, они адаптируются к практике. Возможно, та широкая универсальная методология, о которой вы говорите, сейчас просто чаще называется как-то по-другому. Ну, там, системное мышление или теория сложных систем. А термин «системный анализ», он закрепился за более прикладной такой инженерной деятельностью в IT. Это же, в общем-то, естественный процесс специализации. Так что я бы сказала так. Хотя универсальные принципы, безусловно, существуют. Практикуемая дисциплина, которая называется системный анализ, сегодня действительно имеет очень сильный IT-крен. Вот. И здесь мы подходим ко второму важному пункту, к самой методологии. Вы все время подчеркиваете специфические IT-инструменты — UML, SQL, use cases. Я же настаиваю, что это всего лишь конкретные реализации, а не суть метода. Фундаментальные принципы системного анализа, они же не зависят от этих инструментов и применимы где угодно. Давайте их еще раз проговорим, чтобы было понятнее. Первый — это целостность, холизм. То есть рассматривать систему не как набор деталей, а как единое целое со своими эмерджентными свойствами, такими, которые не присущи отдельным частям. Второй — фокус на взаимодействиях и взаимосвязях. Не просто изучать элементы, а понимать, как они влияют друг на друга. Третий — ориентация на цель, телеология. Понимание, для чего система вообще существует, каковы ее цели, явные и неявные. Четвертый — междисциплинарность. Сложные проблемы требуют взгляда с разных сторон, привлечения экспертов из разных областей. Об этом еще Квейт писал. Пятый — комбинация методов. Использовать и количественные данные модели, и качественные оценки, экспертные мнения. Особенно, когда мы имеем дело со слабо структурированными проблемами, где не все можно измерить и посчитать. Вот это, я считаю, ядро системного анализа. И скажите мне, какой из этих принципов требует обязательного использования UML, который, по сути, стандарт для визуализации программных систем, или SQL, языка запросов к базам данных? Эти принципы можно прекрасно применять, анализируя, скажем, кризис системы здравоохранения в стране, или разрабатывая стратегию развития региона, или изучая динамику популяции каких-нибудь редких животных. Инструменты там будут другие, возможно. Математическое моделирование, экспертные опросы, анализ статистики, построение ментальных карт, да что угодно. Но сама методология мышления, сам подход, он останется тем же. Я не спорю, что эти принципы универсальны и ценны, конечно. Это основа системного мышления как такового, да? Но вот когда мы переходим от этих общих принципов к конкретной деятельности, к профессии системный аналитик, особенно вот в этом доминирующем сегодня IT-контексте, то эта деятельность, она неизбежно обрастает специфическими инструментариями, методами. Никуда от этого не деться. Да, UML — это язык визуализации ПО, но он же стал де-факто стандартом для описания структуры, поведения сложных информационных систем. SQL — язык баз данных, но именно данные лежат в основе большинства современных систем, и умение с ними работать — это критически важно. Use cases, сценарии использования — это конкретный метод для фиксации требований пользователя к системе, чтобы разработчики вообще поняли, что им делать. Исследование определенным моделям жизненного цикла ПО, будь то старый добрый водопад, где все так строго последовательно, или гибкие подходы вроде Agile с их короткими итерациями. Это же тоже часть ремесла. Вот можно ли быть системным аналитиком в IT-компании, не владея всем этим? Теоретически, наверное, да, если вы какой-то стратег очень высокого уровня. Но на практике, 9 из 10 позиций потребуют именно этих навыков. Это как сказать, что для хирурга главное — это знание анатомии и принципов лечения. И это абсолютная правда. Но без скальпеля, без зажимов и умения ими пользоваться он не сможет оперировать. Так и здесь. Общий принцип — это, конечно, фундамент, но реальная работа требует владения конкретным инструментарием своей области. И сегодня для системного анализа эта область — это преимущественно IT. Поэтому я бы сказала, что методология на практике тоже специализировалась. Идентичности самой дисциплины. Вы говорите, что термин «системный анализ» на практике захвачен IT. Но посмотрите на
разнообразие определений, которые фиксируют даже энциклопедические источники. Системный анализ как приложение системных концепций к управлению, вот у Клиланда, Кинга, как развитие исследования операций у Квейда, как системное управление у Янга, как методология исследования целенаправленных систем от Очерняк, как способ мышления Опнер. Разве вот это многообразие, оно не говорит о том, что речь идет о чем-то, гораздо более широком и фундаментальном, чем просто набор IT-практик? Это понятие настолько богатое, многогранное, что его, просто сложно уместить в одну узкую прикладную область. Его тесная связь с такими дисциплинами, как общая теория систем, исследование операций, теория принятия решений, кибернетика, это же только подчеркивает его статус как общей научной методологии. Возможно, даже метадисциплины. Она дает язык и подходы для решения сложных проблем в самых разных сферах. И пытаться закрепить этот термин только за IT, это значит игнорировать всю эту интеллектуальную глубину и широту. А я вот вижу это разнообразие определений скорее как отражение истории и, возможно, некоторой такой расплывчатости концепции на ранних этапах. Но ведь наука и инженерия развиваются, термины уточняются и часто специализируются. Посмотрите на английский язык. Там есть systems analysis как более общий термин, а есть system analysis. Это уже специфический термин в электротехнике для анализа конкретных схем. Это же нормальный процесс. Возможно, с Systems Analysis произошло что-то похожее. Изначально очень широкий термин нашел свое самое продуктивное, самое массовое и, главное, инструментально оснащенное применение в IT. И практическое значение термина сместилось именно туда. Да, в академических кругах или когда мы обсуждаем методологию науки, можно говорить о широком смысле. Но в профессиональной коммуникации, в бизнесе, в образовании там доминирует именно IT-ориентированное понимание. Системный анализ позиционируется как прикладная дисциплина, нацеленная на решение конкретных проблем. И чаще всего эти проблемы решаются с помощью ИТ. Как вот отмечают российские источники, сам бурный рост системного анализа, он же совпал с развитием компьютерной техники. Его успехи во многом были обусловлены именно возможностями ИТ. Так что, может быть, это и не захват, а просто естественная эволюция термина, который нашел свою, так сказать, основную нишу. То, что вы называете универсальной методологией, сегодня, возможно, действительно корректнее описывать другими терминами, вроде системного подхода или анализа сложных систем. Что ж, подводя итог моей позиции, я по-прежнему убежден, что системный анализ — это в первую очередь универсальная и мощная методология. Методология мышления и действия, которая предназначена для понимания и решения сложных, слабоструктурированных проблем, причем в любой области. Ее основа — это вот те принципы: целостность, междисциплинарность, ориентация на цель. Да, IT-сфера стала одной из самых заметных, самых успешных площадок для применения этой методологии. Она обогатила ее своими инструментами, безусловно. Но это именно применение, пусть и очень важное, а не вся суть системного анализа. Сводить его только к IT значит, просто упускать его фундаментальное значение как общенаучного подхода. Ну а со своей стороны я бы еще раз подчеркнула, да, мы признаем безусловную ценность и универсальность базовых системных принципов для любого сложного анализа, но мы не можем игнорировать реальность. А реальность, увы или к счастью, такова, что системный анализ как вот уже оформленная дисциплина, как профессия с четкими требованиями, стандартами, как направление в образовании, он сегодня живет и развивается преимущественно в контексте информационных технологий. Практическая деятельность системного аналитика сегодня, в подавляющем большинстве случаев, связана с созданием, внедрением, развитием информационных систем. И опирается она на специфический набор методов, моделей, инструментов, которые характерны именно для IT-сферы. Возможно, это и сужение по сравнению с тем, что было задумано изначально, но это, как мне кажется, отражает текущее состояние дел. Похоже, мы снова приходим вот к этому напряжению между широтой теоретических корней, универсальностью принципов системного анализа и его такой ярко выраженной практической специализацией и ассоциацией с IT в современном мире. Да, именно так. И материалы, на которые мы опирались, они как раз и отражают эту двойственность. Они показывают и историческую широту,
и современную IT-ориентированность. Очевидно, что тема многогранна, и ее изучение можно продолжать, рассматривая и философские основы, и конкретные прикладные аспекты в разных областях. Мы, конечно, не стремились вынести какой-то окончательный вердикт, но надеемся, что наше сегодняшнее обсуждение помогло высветить различные грани этой важной и, скажем прямо, далеко не однозначной концепции.